Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ирмина. Сегодня к вашему вниманию представляю замечательную модель кардигана, который связан крючком. Кардиган можно связать как на летний период, так и на демисезонный. Также хочу поделиться с вами всеми схемами вязания. Буду вязать узор из пряжи Анна Твист в 100 граммах 500 метров. Это 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Цвет пряжи номер 340. Набираем цепочку для образца 33 воздушных петельки. Раппорт узора состоит из 16 воздушных петелек. Это основа узора в ширину и высота 5 рядов. Будем с вами вязать 2 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину. Цепочку из 33 воздушных петелек и приступаем к вязанию первого ряда. Набираю еще 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Отступаю от конца цепочки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмую петельку. Вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю петельку цепочки. В следующую петельку вяжем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Петельку пропускаю, вяжем следующий столбик с одним накидом. И таким образом мы до конца ряда вяжем с учетом 4 петелек подъема 17 столбиков с одним накидом. Вот эти 4 петельки, они у нас засчитываются как за 1 столбик с одним накидом. Первый по счету будет у нас. Связали с вами 17 столбиков с одним накидом и приступаем к вязанию второго ряда. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину от первой, второго столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 2 столбика, 1, 2, вершину третьего, вяжем 3 полустолбика с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 4 петельки на крючке, соединяю их вместе при помощи рабочей нити. Смотрите, поближе покажу. 1, 2, 3, 4, вершину вот этого 5-го столбика от начала ряда провязали 3 столбика с общей вершиной. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Пропускаю 2 столбика и в вершину третьего провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, вершину следующего столбика провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, в следующую вершину вяжем 3 по счету столбик с одним накидом. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 2 столбика, вершину третьего, вяжем элемент, состоящий из 3 полустолбиков с одним накидом, с общей вершиной и с общим основанием. Раз, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Пропускаю 2 столбика, вершину третьего, вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, пропускаю 1 петельку и в основании второй провязываем 2 по счету столбик с одним накидом. Вяжем 3-й ряд узора. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. В 5-ю петельку в основании 1, 2, 3, 4 пропускаем. В основании 5-й провязываем 1 столбик без накида.
В основании первой петельки цепочки провязываем второй столбик без накида. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика провязываем второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в вершину третьего провязываем третий столбик с одним накидом. Вяжем второй раппорт. 1, 2, 3, 4. Цепочка из 4 петелек. В пятую петельку цепочки в основании провязываем 1 столбик без накида. В первую петельку цепочки провязываем второй столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Петельку пропускаю. В основании второй петельки вяжем второй по счету столбик с одним накидом. Связали с вами 3 ряда. Приступаем к вязанию 4 ряда. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. В основании 4 петельки цепочки провязываем 1 столбик без накида. Вершину столбика без накида, здесь вот между двумя столбиками, первым и вторым предыдущего ряда, провязываем второй по счету столбик без накида. И в первую петельку цепочки вяжем третий столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И вершину третьего столбика провязываем третий столбик с одним накидом. Цепочка 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Теперь в 4 петельку от цепочки 1, 2, 3, 4, вот она 4, в основании вяжем первый столбик без накида. Второй столбик без накида мы вяжем между первым и вторым столбиком без накида предыдущего ряда. Третий столбик без накида вяжем в основании первой петельки цепочки из 4 петелек. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Пропускаю одну петельку в основании второй петельки, вяжем столбик с одним накидом. Связали с вами 4 ряда. Приступаем к вязанию 5 ряда узора. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в центральный столбик без накида, это у нас по счету второй, вот первый, второй, вяжем элемент, состоящий из 3 полустолбиков с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. У меня на крючке 4 петельки, соединяю их вместе при помощи рабочей нити. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину второго столбика провязываю второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Вершину третьего провязываю третий столбик с одним накидом. Связали один раппорт и приступаем к вязанию второго раппорта.
Раз, два, три, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. В вершину второго столбика без накида провязываем элемент из 3 полустолбиков с одним накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. В вершину столбика с одним накидом провязываю столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, пропускаю петельку в основании второй, провязываем второй по счету столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами 5 рядов в высоту. Это основа раппорта, одного раппорта. Сейчас, чтобы продолжить вязание, мы должны 6-й ряд вязать по принципу вязания первого ряда. Давайте же рассмотрим сейчас, из чего состоит раппорт узора. Основа узора 16 воздушных петелек. В один раппорт входит 3 столбика с одним накидом, 5 воздушных петелек, элемент из 3 полустолбиков с одним накидом, с общей вершиной, с общим основанием, 5 воздушных петелек. Там, где у меня закреплен бирюзовый маркер, это начало второго раппорта. Где персиковый маркер, начало первого раппорта. Давайте посчитаем, сколько столбиков с одним накидом в первом ряду входит в один раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков составляют основу одного раппорта. Данный узор можно вязать по кругу, а также прямыми и обратными рядами. А высота раппорта 5 рядов. Тоже закрепила маркерами. Вот с этого ряда начинается второй раппорт в высоту. Для удобства счета можно считать вот эти ажурные вертикальные полосочки, которые напоминают узор, паучки, квадратики. То есть 1 ажурная полоса, 2. Первый раппорт, второй раппорт. Я надеюсь, вам узор понравился и также предложенная мною модель. И если у вас появится желание, то вы обязательно свяжете себе такой замечательный, ажурный, симпатичный кардиган. Все материалы для вязания у вас есть. Проходите по ссылочке, которую я оставила в первом комментарии под этим видео, и можете вязать по схемам. Либо сделать скриншот с экрана и распечатать схемы и вязать. Желаю вам легкого вязания, творческих успехов, вдохновения. С вами была Елена Ермина. Я с вами не прощаюсь. Жду вас на моем канале. Всем пока-пока. До новых встреч.